Всем доброго денечку, ребят. Сегодня я постараюсь быстро рассказать, как решить проблему утечки микрофона. Это когда при записи двух или более микрофонов спикера слышно не только в том микрофоне, в который он говорит, но и соседние микрофоны. Есть на английском термин microphone bleeding, в русском прямого аналога я не нашел. Именно такой реализации на YouTube я не видел, поэтому решил поделиться. Решать эту проблему мы будем путем пропускания звука через Digital Audio Workstation или просто DAW Reaper. Так что еще расскажу, как настроить такую маршрутизацию, тоже может быть полезно. Поехали. Суть проблемы. Сейчас покажу схему. Мы записываем два микрофона в одном помещении. В моем случае помещение не подготовлено для записи вообще никак, поэтому звук легко отражается от разных поверхностей. И когда говорит спикер 1, побольше разверну, когда говорит спикер 1, микрофон спикера 2 улавливает его голос, и получается, это звучит похоже на эхо. Потом звук с двух микрофонов не всегда хорошо сходится, может немного задваиваться. И есть разные относительно простые способы, которые позволяют свести этот эффект на минимум. Например, располагать микрофоны с учетом их диаграммы направленности. У нас два кардиоидных микрофона, поэтому они расположены тыльной стороной друг к другу. Это значительно уменьшает утечки, но не позволяет полностью от них избавиться. Значительно лучше тут может помочь автомикшер. Суть его работы в том, что когда есть достаточно сильный сигнал на одном микрофоне, он просто глушит второй микрофон, или другие микрофоны, если их больше двух. Мы будем применять именно этот подход и будем использовать программный автомикшер. Кстати, вкратце о том, что вообще мы используем, какой сетап. У меня два динамических микрофона, подключенных через отдельные аудиоинтерфейсы Behringer UM2. Программа VoiceMeter Potato. Я использую именно версию Potato, это самая, по-моему, у них большая версия, так как мне нужно было именно 3 виртуальных выхода. Есть версии попроще, с 2 выходами и меньше, все они бесплатные, можно использовать ту, которая лучше всего подойдет. Из VoiceMeter звук пойдет в Reaper, вот сюда. Отсюда обратно в VoiceMeter и в нашем случае в OBS. На месте OBS может быть любая программа, которая может принимать звук. Discord, Zoom, неважно. Например, у меня в рабочей конфигурации звук расходится и в OBS, и в Discord. Опять же, чтобы в Discord не было слышно второго человека через мой микрофон. Давайте коротко пробежимся по настройкам VoiceMeter. Подробно разбирать все в VoiceMeter я не буду, есть куча видео на YouTube об этом. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть 5 аппаратных входов в этой версии, 3 виртуальных входа и набор выходов. Также здесь получается у нас 5 физических аппаратных выходов, скажем так. Они выбираются вот здесь вот устройство на выход. И 3 виртуальных выхода. Именно их мы и будем использовать. Значит, у меня здесь настроено на аппаратных входах выбрано 2 микрофона, первый и второй. Также на виртуальный вход у меня здесь заведен Discord. Он просто именно выбран в Discord как выходное устройство, и сюда приходит из него сигнал. У меня это сделано для того, что звук Discord я тоже хочу в Reaper обрабатывать, допустим, шумодав там на него какой-то навесить или что-то еще, как-то уровень звука подтянуть. И при обычной работе VoiceMeter мы просто выбираем, на какие выходы вот этими кнопочками направить звук. То есть у меня здесь B1, первый микрофон, B2, второй микрофон и Discord B3. Это вот эти 3 виртуальных выхода. А шины — это, соответственно, физические выходы. Мы можем настроить здесь эквалайзер, громкость на входе, на выходе, какую-то настройку сделать. Но в случае с VoiceMeter мы не можем навесить, допустим, VST-плагины. Это нам здесь и мешает. То есть вот автомикшер можно найти VST-плагином, но с VoiceMeter это не подружить так просто. И на этом этапе нам нужно включить дополнительную маршрутизацию, которая отправит звук из VoiceMeter в Reaper. Для этого мы идем в настройки VoiceMeter. Здесь есть секция Patch Insert. Эти патчи встраивают своего рода ответвления перед входом вот здесь вот. То есть он как бы снимает звук с устройства, отправляет его вот по этому патчу куда-то еще, принимает его сюда же, и он приходит опять на вход. У нас здесь включены, соответственно, Patch Insert для первого входа,
аппаратного, второго. И вот этот вот 8 — это вот этот виртуальный вход дискордовский. Если их выключить, то сейчас вряд ли сильно изменится голос, потому что я ставил обработку только в OBS. Но если их выключить, то звук пойдет необработанный через Reaper. Теперь переходим в Reaper. Пара слов о Reaper самом. Это довольно серьезная программа для работы со звуком, и мы будем использовать только малую часть его возможностей. Он очень условно бесплатный, скажем так. Суть в том, что есть пробный период 60 дней, и после истечения этого пробного периода доступ не блокируется, а просто по-прежнему показывается плашка, что по-хорошему надо бы заплатить за лицензию. Дальше все остается на вашей совести. В Reaper первым делом нужно настроить используемое устройство. Когда я открою настройки Reaper сейчас, обработка звука тоже прекратится. Поэтому я вот и подключил шумодав в OBS, чтобы не было сильно шумно. Значит, переходим в Options, Preference. Все у нас здесь сразу все прекратилось в Reaper. Он теперь только с настройками работает. Что нас интересует в настройках? Нас интересует секция Audio Device. Нам нужна аудиосистема ASIO и драйвер VoiceMeter Potato Insert Virtual ASIO. И тут пара слов, почему мы используем именно VoiceMeter. Почему бы нам просто не завести два микрофона сюда в Reaper и сразу же отправить их, допустим, в OBS. Это связано с тем, что если мы здесь выберем какую-то другую систему, допустим, Direct Sound, то у нас появится только Input Device и Output Device. Мы не можем здесь два микрофона выбрать. Wave Out то же самое. WM то же самое. Все, что бы мы ни выбрали, у нас нет возможности выбирать несколько входных и выходных устройств. Не знаю, с чем связано это ограничение, но вот система ASIO, она позволяет так настраивать. И здесь у нас есть много входов, много выходов. Диапазон входов и диапазон выходов. У нас это будет IN1 левый и IN8 правый, 28 по списку. Все, как мы видели здесь, с этими патчами. Аналогично с выходами. То есть, по сути дела, он откуда пришел, туда и уйдет звук, но уже обработанный. Настройки буферов, sample rate, всего этого у меня здесь совпадают с VoiceMeter. Я не сильно в это вникал пока что. С настройками здесь все. Этого нам достаточно. Закрываем настройки. И здесь у меня есть уже настроенный проект, но давайте, наверное, на новом рассмотрим с самого начала. Только проверим, что все будет работать. Новый проект. Угу. Ну, голос я свой на OBS вижу, значит, все должно работать. И когда я вернулся в Reaper, звук на самом деле пропал. Нам нужно добавить здесь два трека. Из меню трек добавить в конце. Назовем первый мик 1, второй мик 2, соответственно, для первого микрофона и второго микрофона. И далее нам нужно включить их на запись. Оба. Но так как нам саму запись в Reaper перевести не нужно, выберем вот в этом меню Record Disable Input Monitoring Only. Reaper не будет пытаться их записывать, но будет продолжать их выводить. И нам нужно выбрать сами входные устройства. Значит, на первом выбираем, все равно мономикрофон, поэтому моновход можно выбрать. IN1 и IN2. Так, теперь мы видим, что уровень сигнала разный. Вот второй микрофон меня ловит, он не особо далеко от меня. Сейчас отодвину чуть подальше. Не сильно мешало. Теперь нам нужно подключить автомикшер. Я использую Leafac автомикшер. Его разрабатывает Леонардо Факинетти, надеюсь, правильно произнес. Ссылки я, естественно, все приложу. У этого парня есть подробные видеоинструкции о том, как устанавливать, настраивать автомикшер. Также есть список альтернатив здесь. Можно разные попробовать, выбрать для себя что-то более подходящее. У меня он уже установлен, соответственно. Поэтому мы с вами, Reaper, с вами выбираем оба трека одновременно. Переходим в Action List. Ищем скрипт для автоматической настройки автомикшера. Вот он, Leafac автомикшер Setup. И запускаем. Что теперь у нас есть? У нас добавился родительский трек. Наши треки стали дочерними. И сразу же на родительский трек добавился плагин автомикшер. И настройки его открылись сразу. Что
Что у нас здесь есть? Здесь у нас есть выбор пресетов. У меня вот есть, сразу был 2 микрофона. Давайте сбросим на заводские настройки, скажем так, на дефолтные. И настроим его сначала. Что нам здесь нужно? Мы здесь выберем мультитрек output. Насколько я понял, это нужно для того, чтобы каждый микрофон оставался на своем канале. Что еще здесь есть, что мы трогать особо не будем? Количество каналов на трек, время реакции, пускай 300 миллисекунд остается. Сила подавления, по-моему, ну, насколько я понял, это сила подавления второго микрофона. Можно ее пока оставить так. Look ahead — это что-то вроде прогнозирования, но это не подходит для записи живой. Это лучше использовать, допустим, на каких-то уже готовых записях. Тогда он будет заглядывать вперед, добавляя этим. Дело в том, что да, он добавляет этим небольшую задержку. Для нас это не нужно в реальном времени, когда мы записываем. И приоритет треков. Это нужно, допустим, если у нас какой-то подкаст, несколько человек разговаривает, и есть ведущий, мы можем выделить ему приоритет. Когда он будет говорить, остальные микрофоны, остальные спикеры будут заглушаться. И сразу же у нас здесь есть лайв-демо. Давайте посмотрим. У нас первый и второй микрофон наши видны здесь. 2 столбика показывают: левый столбик — входной сигнал, правый столбик — выходной сигнал. И мы видим, что на первом микрофоне и вход, и выход равны, то есть он слышит меня. На втором он слышит меня, но не пропускает. Видно, что вот этот бегунок поддавливает второй микрофон. Если я подведу микрофон поближе к себе, мы видим, что сейчас я говорю в оба микрофона. Не так удобно они расположены, но оба микрофона вполне себе меня слышат, и на выходе все есть. В принципе, по мелочи это все настройки. Но давайте здесь сейчас роутинг рассмотрим, так как сейчас у нас все сливается на мастер-шину в одну кучу, оба микрофона. Для этого нам нужно открыть роутинг мастер-шины и увеличить ей количество каналов до 4. Пока у нас здесь 2 микрофона, пусть будет 4 канала. И открываем роутинг родительского трека. Здесь отправка на мастер-шину видна. С 1 по 4 канал, с 1 по 4 канал. Давайте сначала рассмотрим роутинг с родительским треком. Мы видим, что первый микрофон приходит на родительский трек на каналы 1-2. Второй микрофон приходит на каналы 3-4. Мы можем это здесь явно видеть. Первый, второй канал, третий, четвертый. Вот и все равно иногда там что-то слышно немножечко, да, со второго микрофона. Мы можем либо силу подавления приподнять там до 2, допустим. Он будет получше давить. Все, теперь вообще мало-мало проникает. Вот. И теперь, соответственно, у нас мы расширили количество каналов на мастер-шине, так как они сейчас равномерные. Первый, второй приходит на первый, второй канал, третий, четвертый на третий, четвертый. Открываем роутинг. И сейчас видим, что у нас первый и второй канал идут на in1, левый, правый. Второй микрофон у нас сейчас получается третий, четвертый канал никуда не идет. Мы добавляем новый hardware output, выбираем здесь in2, левый, правый, и отправляем туда третий, четвертый канал. Все, теперь у нас первый микрофон приходит сюда, на первый, второй канал. Сюда приходит второй микрофон. Ну, так как шумодавов нет, я перестаю говорить, он начинает улавливать шум, и мы видим здесь какой-то сигнал. Я начинаю говорить, он потухает. Все, как мы и задумывали. Это минимальная настройка. Если открыть мой старый проект, вот здесь у меня чуть более сложнее настроен роутинг. У меня была такая идея, что на эти 2 трека дочерние как бы на сырой звук навешиваются свои фильтры какие-то там для базовой первичной обработки, подавления шумов и так далее. После автомиксера уже другие плагины я планировал навешивать. Допустим, там с чистым звуком уже можно эквалайзер навесить или еще что-то. И здесь, соответственно, роутинг настроен так, что родительский трек на мастер-шину ничего не отправляет. Он отправляет первый и второй канал на отдельный трек. Здесь видно send трек 4. Третий, четвертый канал на 5 трек отправляет. А вот эти треки уже отправляют на мастер-шину. На первый, второй канал мастер-шины, на третий, четвертый канал мастер-шины. И здесь же у нас тут виртуальный вход из Дискорда, который приходит.
он на 5-6 канал мастер-шины отправляет. Мастер-шина 6-канальная. И она также выводит на уже аппаратное устройство, как бы voice meter на другие каналы. Все, это приходит опять в voice meter. Здесь у нас выбраны, соответственно, для каждого канала свой виртуальный выход. Вот они, это VAIO, AUX VAIO и VAIO 3. И это уже как обычные микрофоны мы можем выбирать в OBS. Все они здесь. Либо в любой другой программе. В принципе, это базово все. Надеюсь, это видео будет полезным. Задавайте вопросы в комментариях. Если кто-то знает способ, как сделать все это проще, тоже пишите в комментариях. Буду очень благодарен. Спасибо вам за просмотр. Всем пока, ребят.